этим занимаются на работе, а Петя ждет свою очередь, чтобы купить билеты на матч в Италии. Это передать привет. Всем привет, друзья! С вами Петр и канал про Евро. Наша любимая команда теперь чемпионы Италии. Они взяли скудетто впервые за 11 лет. Я вас сердечно поздравляю с этим, ребята. Насладившись победой Милана над Аталантой и впечатлившись суперзабегу Тео Эрнандеса через все поле, мы поняли, что не можем пропустить главный матч десятилетия для Rossoneri, поэтому быстро собрались, и вот уже мы летим в Италию. Устраивайтесь поудобнее у своих телевизоров. Путешествие начинается. Новый, да, аэропорт. Нравится. Хороший. Жалко, что никто теперь летать не будет никуда. Современный, интересный. Бетон, стекло, металл. Петь, а мы кушать будем? Хочу, спать хочу. Я есть хочу. Выхода нет. Возможно, вы смотрите и недоумеваете, куда этот фанат Милана Петр собрался лететь, если воздушное сообщение с Италией и с другими развитыми странами закрыто, и мы находимся в мировой изоляции. Какой еще Милан, если тут в Казахстан проблема улететь? А вот и нет, ребята. Кто ищет, тот всегда найдет. Сейчас многие используют для перелета в Турцию, но посмотрев на их цены, мы немножко прифигели и выбрали более дешевый вариант. Стоп. Люди любят приписывать себе чужие заслуги, видимо, и я из числа таких. Идея, выбор билетов и общего маршрута поездки целиком и полностью за авторством Полины. Именно она решила подарить нам возможность увидеть, как Rossoneri берут скудетто прямо с места событий. Кроме того, она давно хотела сдать экзамен IELTS по английскому языку, но компания ушла из России в числе других. И так удачно совпало, что во всей Италии окно для записи было открыто именно в Милане на следующий день после матча, что позволило нам совместить приятное с полезным. Но самолет почему-то прилетел в Абу-Даби, а не в Милан. Ребята, не на пляж ли вы собрались? Мы в Абу-Даби. Прилетели в Абу-Даби. Давно не путешествовали, если не считать Казахстан. На улице плюс сколько? Ну да, всего лишь плюс 40. Поэтому один я, наверное, не пойду. Сейчас найдем какой-нибудь отель в Абу-Даби в аэропорту. И там поспим до вылета в Милан. Идем, ищем номер 30. Как номер Мессиаса. Полина опять пьяная. Вот именно, это всего лишь пересадка, и пляж останется в наших мечтах. Следующие 9 часов нужно сидеть в номере, спать или заниматься другими делами. Вот такие маршруты примерно называют Москву через Владивосток. Понятно почему. Идем обратно. Начинается очередная часть путешествия. Интересно, что команда делает, спит? Бьюсь об заклад, команда уж точно занимается чем-то более интересным, чем хождение по коридорам в Абу-Даби. Вот наш гейт. Заметили надпись «Вена-Милан» на выходе у гейта? Мы не придали значения, ведь садились не в летающую маршрутку, а самолет компании «Этихад». В мыслях было: осталось поспать каких-то 7 часов и проснуться в любимом городе великого Ибрагимовича. И вот, после 24 часов в хвосте самолета, одной пересадки, 2 тупых фильмов, 2 пластмассовых обедов, 1 отеля, 6 кофе и полного отсутствия сна, мы благополучно сели в Милане. В 11:30 у нас поезд. Ломбардия Экспресс. Сон, явь, все перепуталось местами. Мы как будто попали в фильм «Ромовый дневник» с Джонни Деппом. Полина, я тебя поздравляю, в Милане. Еще обратно. Почти сутки. Сейчас 9, в Москве, соответственно, 11. Мы вышли из дома, было, сутки. Как тебе полет? Я спала, слава богу, когда перевешь, была турбулентность. Была турбулентность, да, и мне снилось. Сквозь сон я не понял, что это было, сон или не сон. И что самолет резко вниз падает, Да, кричат люди какие-то. Наверное, так и было. Это так и было, да. Мы едем на центральный вокзал Милана из аэропорта в отель и пытаемся купить билеты в клубный магазин. Ну, посмотрим, будет интересная программа. Сегодня и завтра. Ну, интересно это будет, но в итоге билетов у нас пока нет. Ну, пока.
Но может и не будет. Посмотрим. Тут нужно рассказать поподробнее, билетов пока действительно нет. Заранее подготовившись к продаже, я смог попасть в очередь в 2600, в то время как Полине досталась 44-тысячная позиция. Когда подошло мое время, доступными оставались всего несколько билетов, которые я безуспешно пытался добавить в корзину в течение 45 минут. Ажиотаж был настолько высок, что болельщики расхватали билеты даже за сумасшедшие 3-4 тысячи евро у перекупщиков. Поэтому нам не осталось ничего другого, кроме как решать этот вопрос на месте. Вчера здесь были футболисты, Златан и компания. Они поехали в Реджи Эмилио на поезде. Примерно занимает это минут 40-50. Мы сегодня также вечером будем. Наверное, узнаете кадры, если смотрели Инстаграм Милана. Много трамвайчиков миланских. Интересно, как сегодня вечером сыграют. Продолжаем наш путь. Улочки Милана, которые ведут нас к нашему отелю, который называется «Сердце Милана». Отличный отель, добрый персонал. Заселил нас бесплатно раньше времени. Сейчас у нас 10:40, а заселение тут только с 2 часов. И это самое главное. Мы можем стать людьми. Вышли из отеля, идем в сторону центрального вокзала Милана. В клубный магазин, наверное, не успеем. Но зато у нас вместо шарфов Милана теперь такие маски FFP2 цветов Милана. Жутко устали, но ничего. Мы бодры и веселы. Мы бодры, веселы. Ждем матча. Надо кофе выпить литр. А лучше 2. Это, видимо, офис Санин Групп. Скорее всего. И сами понимаете, что. Приближаемся к вокзалу, а там уже фанаты Милана, видимо. Милано Чентрале окрасился в красно-черные цвета. В воздухе витал запах чемпионства. С таких слов бы начинался репортаж российского журналиста с федерального канала. Это не наш стиль. Без лишних слов Полина решила пробраться в самую гущу Курва-Суд. Наш поезд, он вообще едет в Неаполь, но мы выйдем в Реджи Эмилио. Та же компания Итала. Та же самая Полина, новый пока не нашлась. Реджи Эмилио находится в 40 минутах езды от Милана на скоростном поезде. До матча было еще более 6 часов, но мы решили поехать заранее в попытке купить билеты на игру уже на месте у спекулянтов. Такой вокзал в Реджи Эмилио. Футуристичное сооружение выполнено из экологичных материалов, основная часть сделана из дерева, чем-то напоминает севильские грибы. Где же фаны Милана? А вон они, впереди. Основная часть суппортеров еще осталась на вокзале Милана. Спускался Жиру, мы не Жиру. Никто нас не встречает почти.
наше удивление, не было ни фанатов Милана в большом количестве, ни автобусов, ведущих к стадиону, только сумасшедшая жара и ни одного спекулянта. Что-то вышли мы в чисто поле. И куда теперь? Это город, какое-то чисто поле, ничего нету. И вот мы увидели фанатов Милана, у которых татуировки Милана, у которых Джокер на футболах. Мы идем за ними. Они, наверное, знают, куда идти. Да, такое место, красивый вокзал современный, но ни хрена нет. Да, такое ощущение, город с обратной стороны. Честно говоря, это был один из самых неожиданных моментов нашей поездки. Ты приезжаешь на центральный вокзал, и непонятно, как добраться до стадиона. И вот, понадеявшись на русский авось, мы пошли за фанатами Милана. Алина и Шишки. И фанаты Милана. Мальдини, Златан, все остальные. Погода была просто дьявольская, настоящая парилка на открытом воздухе без выхода. И как назло, по дороге не встречалось ни одного заведения, где можно было передохнуть. Вышли из тоннеля, трасса, поле, и где-то там впереди стадион, мы видим какую-то разруху, какие-то дома разваливающиеся. Как твои впечатления, Полин, от Реджи Эмилии? Пока это деревня с каким-то прекрасным вокзалом, как будто международный аэропорт. Мы подходим к заправке, здесь ребята то ли продают, сейчас увидим, то ли атрибутику Милана, то ли готовятся к матчу. Песни слышны из бара. Тонали, Ибра, Ляо. Главные герои. Тео не хватает только. Вот такой холодный кофе. Просто добавь лед. Наши мольбы были услышаны, и встретился небольшой придорожный барчик, напичканный фанатами Милана. Помню Ибрагимович больше всего. Почему все время жарко? Либо жутко холодно. Я не помню ни одного матча, который был в какую-то нормальную погоду. А вот Мапей Стадиум. Алексей, привет тебе. Это о чем ты сделал обзор. Мы сейчас туда пойдем и, может быть, поищем билеты, может быть, клубный магазин, не знаю. Здесь очень жарко. Здесь какое-то поле выжженное. Вокруг такие барчики. Знаешь, на что похоже? Как какая-нибудь вторая продольная в Волгограде. Это, я думаю, выселки Реджи Эмилии, не центр. Поэтому так. Полина просто раскисает. Это Мапей Стадиум. Здесь как в Динамо. Торговый центр внутри. Как говорится, пошла жара! Полицию давят. Нам сказали, что празднование будет завтра в 6 вечера. Впереди автобус, а вон автобус, вон, Злата! Мы наконец-то дождались! Ура! Ибра!